Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами печем торт-муравейник. Этот рецепт только я знаю почти 40 лет. В школе на уроках домоводства мы пекли торт-муравейник. Не смотрите на то, что он так скромненько выглядит. Он очень вкусный, просто невероятно вкусный и даст фору многим украшенным мастикой и цветами тортам, которые продаются в магазинах и кофейнях. Ну, давайте приступим. В чашку нужно просеять 500 грамм пшеничной муки высшего сорта. Просеиваем для того, чтобы избавиться от примесей и уже слежавшихся комочков муки. Это не дрожжевое тесто, для обогащения кислородом нам не важно просеивать муку, а именно для того, чтобы убрать комочки и примеси. Теперь добавляем сюда все сыпучие продукты. 100 грамм сахара, щепотку соды, у меня обычная пищевая сода, вот буквально щепотку. Немножко соли для баланса вкусов. Теперь в эту смесь сухих продуктов нужно порезать или поломать, я думаю, что порезать 250 грамм сливочного масла, уже такого мягкого. Вот у меня отвешено 250 грамм масла. Я его такими большими кусками буду туда резать. И теперь руками нужно все это дело превратить в крошку масляную. Вот так вот соединяем муку с маслом вот такими движениями. Сильно мелко можно не перетирать крошку, ну, чтобы соединить муку с маслом. Теперь нужно освободить серединку. Вот я освободила серединку. В серединку нужно разбить 2 куриных яйца. Добавить 100 грамм сметаны. Для того, чтобы связать наше тесто, нужны эти жидкие продукты. Все, замешиваем тесто. Если жидких продуктов будет маловато, чувствуете, что тесто не слипается, не становится однородной массой, то можно добавить еще немножко сметаны, либо молока, можно даже воды, но я использую сметану. Ну, вот такое тесто получается. Оно очень мягкое, липкое, жирное, но тем не менее работать с ним уже можно. Это тесто нужно разделить на 4 части. Каждую часть скатать в шарик. Делаем это для того, чтобы тесто в морозильной камере быстрее замерзло и стало потверже, потому что нам его нужно будет на противень тереть на терке. Готово тесто. Накрываем крышкой и отправляем в морозильную камеру минут на 15-20. Я разогрела печь до 180 градусов, застелила противень пергаментом. Тесто охладилось, и можем натирать его на противень. Натираем на крупной терке. Делать это нужно быстренько, потому что тесто очень быстро нагревается. Становится мягким, и его уже трудно тереть. Вот таким слоем. Можно без всякой системы, просто вот куда упадут эти натертые кусочки, туда и упадут. Вот внутри тесто все еще мягкое, поэтому можно частично от одного кусочка натереть, потом взять следующий, а этот отправить в камеру затвердевать дальше. Я так и сделаю, потому что половина кусочка мягкая. Ну вот все, уже больше не трется. Так, можно распределить потоньше. Отправляю в духовку на 6-8 минут. Все тесто испекли. Получилось у меня 4 полных противня. Тесто разноцветное, с краев немножечко больше поджарилось, серединки побледнее. Главное, чтобы самые толстые части коржа были золотистого цвета. Так, пока это все горячее, отставим в сторону. Займемся кремом. Крем у нас состоит из вареной сгущенки и сливочного масла. Сгущенку я варю сама. То есть банку сгущенки, обычное магазинное сгущенное молоко с сахаром. Именно так должно быть
написано на этикетке не сгущенка, а именно сгущенное молоко с сахаром. Помещаю в холодную воду в кастрюлю, ставлю на огонь, закипает, убавляю огонь, и на медленном огне нужно варить 3 часа. Затем нужно дать банке остыть в этой кастрюле. Ни в коем случае нельзя заливать холодной водой, чтобы быстрее остудить. Может разорваться банка, и тогда, конечно, и ошпарить может человека, и потолок весь будет в сгущенке. В общем, мало приятного. Я заранее обычно варю сгущенку. Итак, нужна банка вареной сгущенки. Кстати, варить самим не обязательно. Сейчас и продаю вареную сгущенку. Но мне все-таки больше нравится своя домашняя. И 80 грамм сливочного масла. Перекладываем ее в сотейник или любую другую кастрюльку. Сгущенка очень густая. А нам нужно, чтобы крем был жидкий. То есть сейчас мы будем нагревать на небольшом огне сгущенку вместе с маслом. Так, и масло. Все это ставлю на плиту и буду потихоньку нагревать. Нужно постоянно помешивать, чтобы не пригорела сгущенка. То есть постоянно это от слова всегда, не останавливаясь. Так, нагрели сгущенку с маслом. Она не горячая, она теплая, то есть рука терпит. Теперь нужно взять венчик и просто хорошо все это перемешать. Ну или слегка взбить. До тех пор, пока эта вся масса не станет такой вот однородной. Вот уже процесс пошел. Вот посмотрите уже, какая замечательная получилась помадка. Я помню, в детском саду такую давали, на булку намазывать. Я еще не могла понять, почему мама дома сварит сгущенку, она густая, а в садике она жидкая. Мне просто не говорили, что там масло, потому что я масло сливочное не ем с детства. Все, с кремом закончили. Беру емкость побольше, пересыпаю коржи. И теперь нужно эти коржи превратить в крошку, но не сильно мелкую. То есть просто вот руками пожмякать эти коржи. Ну не в пыль, а так, чтобы были небольшие кусочки. Эти кусочки должны будут пропитаться кремом. Отправляем сюда крем. Все перемешиваем. Так получше, чтобы все кусочки в сгущенке были. Нам еще придется из этого всего лепить муравейник, поэтому нужно, чтобы кусочки слиплись между собой. Ну, теперь потихонечку будем строить муравейник. У меня вот такая вот подставка под торт. И начинаем потихонечку. Аккуратно, чтобы не развалился. Руками помогаем. Все равно будем уплотнять потом рукой, потому что ложкой не получится. Сейчас задача пока сложить все горкой на подставку. Ну, теперь самое интересное. Нужно как можно плотнее вот так вот поздавливать, поуплотнять все эти кусочки коржей в креме. К рукам липнет, но вариантов нет. Вот. Получился у нас муравейник. Ну, нужно населить его муравьями. У меня есть пищевой мак. Вот так посыпем сверху маком. Теперь торт. Желательно оставить на пару часов в теплом месте и убрать в холодильник на час. Через час у вас замечательный, вкуснейший торт будет готов. Торт очень калорийный. Не смотрите на то, что он небольшой. Он очень калорийный. Резать его нужно тоненькими кусочками. И этого хватит, я вас уверяю. Приготовьте. Я думаю, что вам понравится. Время, которое уходит на приготовление этого торта, час от силы 1,5. Справиться с этим рецептом сможет и школьник, и мужчина, ну и женщина, естественно. Вы сами убедились, глядя этот ролик. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение. Статистику смотрела, 92% зрителей моего канала не подписаны. Друзья, я вас очень прошу, подпишитесь, помогите молодому каналу развиться. А я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.